Это второе видео. Я хотел все сделать в одном, но у меня не получилось. Поэтому будет как дополнение к первому. Короткое видео. Я сейчас коротко объясню. Значит, как вот этот вот периметр, то есть прямоугольничек делать для вращающихся шампуров. Посмотрите первое видео. Это, если кто захочет посмотреть, в конце видео я выставлю ссылку. Значит, мангал у меня вот такого вот типа, поэтому я делал два. Одно на ножках, вот, у меня есть такие подставки, здесь либо сетка ставится, либо шампура, то есть со всех сторон. Поэтому вот этот прямоугольник, он вставляется вот сюда плотненько, вот, утапливается, и вот он стоит. Значит, в чем суть дела? Здесь без ножек будет. Вот еще, что отличие самое главное, что я хочу поставить вот этот мотор. Это мотор с обыкновенной микроволновки. И смотрите, кто будет его использовать, то они разные. Здесь на 220 есть, там они на 36, на 20 с чем-то тоже вольт переменного. Вот и у меня такой нашелся. Значит, он 220 вольтовый. Значит, 5-6 оборотов в минуту. Вот. Теперь вот здесь вот у меня трубочка нашлась. Вот это обычная шайбочка. Вот там я ничего не варил. Теперь я буду вставлять вот сюда. Вставляем шайбочку, она плотно заходит. Прихватываем. И вот трубка. Значит, вот это вот ведущая, вот она вращать их будет все. У меня в первом видео пруток нашелся. Там пруток вообще 4,5 миллиметра, то есть тонкий. Прекрасно вертит. Эта трубка, по-моему, то ли 8, то ли 6, не помню. Ну, короче, трубочка эта. Вот здесь 7 миллиметров. Вот она ставится как. Теперь мне нужно будет сюда просто сделать переходник, трубочку поставить. И скорее всего, что просверлю здесь и здесь. Поставлю тонкие шурупы. И вот так состыкую. Вот я вырезал уже пластину. Она будет сюда вставляться. Вот. Сейчас я трубку уберу. Вот. И вот так она будет стоять. То есть это корпус закроется. Он у меня без пластины вот так вот станет. Чтобы здесь не мешал. В эту сторону будет повернутый. У меня сюда как раз вправо. Почему? На том видео с левой стороны вращается. Там совсем другой мангал, совсем другая система. А здесь у меня с правой стороны, потому что у меня с правой стороны внизу розетка. И вправо буду выводить, чтобы он не мешал. Вот так вот 4 стоять и вращаться. Кто будет делать, может сделать на вот эту же самую направляющую, скажем, не трубку поставить, а прут или даже шампур. Вот тогда нужно будет сделать стык здесь, чтобы он вынимался. Тогда у вас будет еще один дополнительный шампур, чтобы вращалось. И, то есть количество увеличится на 1. Но у меня нет необходимости, поэтому так буду делать. В общем, буду сейчас делать коробку. Будет здесь стоять вот так вот. Будет крепиться опять же на этом, когда нужно буду все в комплекте с мотором, будет это все сниматься. Буду пользоваться, скажем, решетками, чтобы вставить сюда. В общем, сейчас доделаю это. Думаю, этот мотор потянет. В общем, как поставлю, будем пробовать. Я буду дальше снимать. Когда сделаю коробку, еще сниму видео дополнительно. Шнурочек вот такой вот. Обрезал я его. И коробочку сделал вот такую вот. Будет включатель выключаться. Включаться и выключаться мотор. Мотор вот я прикрутил шурупами вот так вот. Вот с этой стороны, где есть пространство более свободное, получится у меня выключатель сверху и снизу вход со шнура. То есть вот так вот будет выглядеть оно. Вот. Выключатель станет вот здесь, вот это пространство. А вход от шнура вот в это пространство. Теперь паяем. Паяем, значит, фаза, где у меня будет заходить. Сначала идет на выключатель, потом с выключателя на мотор. И второй прям со шнура на мотор. Землю можно на корпус. Саму пайку я снимать не буду, смысла нету. Кто умеет паять, тот подпаяет. Кто не умеет паять, в интернете есть много видео, там подробно рассказано, как что паять. Сложного ничего нету. В общем, сейчас собираю все вот это вот в кучку, паяю. И потом закрываем. Так оно будет. Станет в свои пазы. И станет плотно. Останется вот такой вот мотор и шнур с него. Кто хочет, может поставить разъем. Ну, я разъем не ставил, потому что здесь, в принципе, 220. И у меня розетка рядом. Куда-то его возить не собираюсь.
Другой вопрос, если кому-то нужно разбирать, снимать, то можно поставить обычно разъем со штекером и потом менять. Если кого 220 не устраивает, есть другие моторы, тоже с микроволновки, они уже не на такое напряжение большое, то есть более безопасно. Но единственное, вам придется ставить трансформатор. То есть каждый будет делать по-своему, под себя. В общем, занимаемся пайкой. Вот он у меня плотно закрылся. Такой вот вид приобрел. То есть вот он в закрытом виде. Шнур и выключатель здесь. Моторчик вот с этой стороны. Я здесь не буду никакие шурупы ставить, ничего. Я просто сделаю прихватку и прихватку сварки. Все, если надо будет открыть, болгаркой прорезал и снял. Все, чтобы не возиться. То есть он в таком закрытом виде будет. Ну, теперь включить надо, попробовать, как крутится. Сделал вот такой вот адаптер. Вот одно отверстие и вот второе. Это вот трубочка, которую я буду с одной стороны одевать его. Здесь 8 миллиметров. Она так заходит свободно. Сначала я сделал плотно, потом сделал посвободнее. И насквозь ее просверлю. И здесь поставлю шпильку. С другой стороны отверстие на 7 миллиметров. То есть оно на 1 миллиметр меньше. Это вот размер вот этого вот редуктора с микроволновки. Одевается вот, поставил я туда шурупик, и одевается оно вот таким вот образом. Вот. И потом зажимаем шуруп. И на вторую сторону одеваем трубку. Так вот будет выглядеть. Единственное, сейчас надо будет приварить шайбочку, трубку вставить. Здесь я сделал посвободнее, чтобы когда вращаться будет, чтобы не было, что не плохо отцентровано. То есть оно будет более-менее свободным. Теперь нужно обрезать на размер трубку, чтобы вставить сюда. И, естественно, редуктор подойдет сюда. И я вот его буду прихватывать на вот этот вот кусочек нержавейки. В общем, сейчас сверлю и собираю. Приварил трубочку, поставил его на мангал. Мотор вот так вот стоит. Вот он приваренный. Я его здесь прихватил, снизу две прихватки сделал. Шпильку я еще здесь вот даже это не зажимал толком. Шпильку вот я еще не ставил, без шпильки он. Включаем. Вот он пошел крутить. Вот она вращается. Даже без шпильки. Это у меня вот такое вот расстояние получается до углей. Еще там угли будут внизу. То есть здесь это этот вал пластиковый. Посмотрим, как будет держать. Я думаю, проблем не будет. Вот они все вращаются. Вот так вот выглядит. Сейчас теперь осталось шампура сделать, чтобы здесь колечки поставить на шампура. Переходим к шампурам. Шампуры заказывал у китайцев, поэтому тут с размерами не очень повезло. То есть у меня что получилось? Так они для них хорошие. Единственное, что у меня вот этот бортик, на который они будут ложиться, попал на крученую вот эту. В предыдущем видео у меня они попали вот сюда вот. То есть нормально, хорошо. Колечко это будем ставить на это. На верченое, то есть на сверло вот это. То есть я в шайбочке взял шайбочки нержавеющие. Сделал прорезь. Ну, в предыдущем видео там тоже есть. Одевается на шампур и надеваем. Не придется где-то вот так вот делать. Колечко это для того, чтобы, кто не смотрел видео, чтобы когда вы ставите вперед, оно назад не выезжало. То есть стопор. Оно будет только стоять на одном месте. Теперь одеваем колечко и надо будет сваркой прихватить вот здесь снаружи. Потому что внутренне будет стенка, вот так он будет стоять. В общем, беру и на все шампуры, которые нужны будут, буду приваривать. Поприхватывал я шайбочки, вот так они смотрятся. Вот так оно работает, как сейчас вращаются. Вот. Сейчас на пустую
В общем, кому было интересно, лайкайтесь. Кому было очень интересно, можете подписаться. Буду еще выставлять разные видео. Всем удачи. Сейчас мясо буду насаживать. Посмотрим, как будет крутить. В общем, так вот крутится. По поводу мотора. Ничего он не горячий. Там в первом видео писали комментарии, что перегорит. Вот я рукой держу. Тут руку можно держать свободно. Тем более, здесь ось пластиковая на самом редукторе. Если даже будет жарко что-то, то она просто сплавится. Но сейчас крутит. Вот я только начал жарить. Поэтому, кто-то смотрит до конца, можете посмотреть. Если он будет так же само вертеть, то никаких проблем с этими комментариями, что перегорит или мотор сгорит. Ничего, но не горячий. Вот я рукой держу свободно. То есть оно нормально работает. Некоторые пишут, нужно выносить мотор за 30-40 сантиметров. О. Если бы оно было горячее, рукой бы просто не смог бы держать. Вот, шашлычки уже готовы. Вот такой вот вид у них. Все вертится, докрутится. Вот мотор руками держу. Там кто не говорил, что он там перегревается или еще что-то. Все нормально. В общем, будем пробовать. Так что, кому понравилось, лайкаем. Кому очень понравилось, подписываемся. Смотрите, еще видео буду выкладывать. Крутятся, вертятся. Всем удачи. Всем пока.